привет! Меня зовут Жанна, и это мой канал о вязании и рукоделии. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию вдохновляющую подборку уютного осеннего вязания. В этом обзоре вы увидите много идей плечевых изделий и не только, именно в теплых, уютных осенних оттенках. Сразу скажу, что все фото сохранены мной на отдельной доске в Pinterest. Ссылку вы можете найти в инфобоксе к данному видео. И, соответственно, под каждой фотографией вы найдете ссылку на первоисточник. Не знаю, как для вас, а для меня осень — это самое уютное и самое волшебное время года. Осенью природа погружается в мои любимые цвета. Это горчичный, терракотовый, приглушенный болотисто-зеленый, бежево-кофейный. В общем, все цвета осенней листвы, почвы, цвет осеннего неба на закате. Все вокруг пронизано неуловимым ощущением праздника и наступающего чуда. И что может быть уютнее, чем вязать красивые вещи в теплом кресле под интересный фильм или аудиокнигу, когда за окном льет осенний дождь, все парки и аллеи усеяны опавшими листьями, а вы создаете в это время красивые, теплые, яркие, интересные вещи. А еще именно осенью появляется больше времени для любимого рукоделия, будь это вязание, вышивка, шитье или что-то еще. К этому располагает и погода, и общее желание немного замедлиться после ярких летних интересных поездок, отпусков. У кого-то летом еще и пора заготовок на зиму. Ну а осень как раз дает нам отличную возможность переключиться на неспешное рукоделие, замедлить свой темп и воплотить в жизнь, наконец, все свои вязальные и другие рукодельные проекты. Поэтому недаром вязание сравнивают с медитацией. Для меня осеннее вязание — это прежде всего цвет пряжи. В первую очередь это тыквенный или горчичный цвет, либо глубокий такой насыщенно желтый, темный такой цвет опавшей листвы. А затем оттенки терракотового и шоколадного цвета, сочные, теплые, как глинтвейн или как кофе. Или же бежево-розоватые оттенки вечернего неба на закате.
конечно же, структура пряжи также играет огромную роль. В осенних изделиях мне нравится более толстая, более плотная нить, возможно, даже с необычной скруткой или неравномерная, напоминающая чем-то буклированную. Состав пряжи тоже играет большую роль. Это может быть шерсть альпаки, мохер, либо шерсть в компании с шелком, вискозой, хлопком, бамбуком и другими составляющими. Если рассматривать осенние образы с связанными изделиями, то здесь, на мой взгляд, очень важен баланс. С ярким джемпером лучше сочетать более спокойный низ и лаконичные аксессуары. С однотонными вещами отлично будут смотреться вещи в клетку или в полоску. Например, яркий однотонный кардиган или джемпер будут смотреться невероятно модно и свежо с брюками или юбкой в клетку, к примеру, или в полоску, и с однотонной блузой и актуальной обувью. С базовыми джемперами или кардиганами будут прекрасно сочетаться такие же базовые брюки, джинсы или юбки спокойных оттенков. Помимо джемперов, свитеров и кардиганов, можно также побаловать себя и своих близких оригинальными аксессуарами. Например, яркими носками или интересными моделями митенок, перчаток, осенних шапок, шарфов, допустим, не таких как зимние, то есть более тонких, каких-то более воздушных, или даже осенних снудов. С помощью ярких джемперов или кофт, связанных жаккардом или мелкой полоской в осенних тонах, можно создать незабываемый многослойный образ, который выделит вас из толпы и поможет создать свой уникальный, не похожий на чей-либо стиль. И, кстати, у меня на канале есть большой обзор вязания жаккардом, там очень много идей для вдохновения. Ссылку я оставлю в инфобоксе, проходите, смотрите, черпайте вдохновение.
именно осенью с помощью ярких аксессуаров можно создавать каждый день разные образы, даже не имея, в общем-то, обширного, богатого гардероба верхней одежды, к примеру. Для этого достаточно просто менять шапку и шарф или, допустим, надевать какие-то яркие жаккардовые носки, которые немного выглядывают из ботинок, и вы уже получаете новый свежий образ каждый день. И я, кстати, очень люблю вязать вообще, в принципе, носки. И уж тем более всякие фантазийные, с ажурным узором, интересными элементами. Например, с каким-то узорчатым голенищем, с аранами или с двойной манжетой. У меня на канале есть целый плейлист, где достаточно много мастер-классов по разным моделям носков. Я ссылочку оставлю в инфобоксе. Если интересно, проходите, смотрите, вяжите вместе со мной. Там есть и подробные мастер-классы, есть и экспресс-описание. Если вы не любитель сочных, ярких осенних цветов и ярких образов, можно остановиться на более спокойных оттенках, серо-бежевых, кофейных, приглушенном бордовом цвете. С этими цветами будут отлично сочетаться и светлые платья, и более темные рубашки, брюки, юбки. А акцентом в таких образах могут стать яркие аксессуары, какие-то броши интересные, ожерелья ручной работы или, допустим, ремешки или широкие пояса, создающие акцент на талии. А именно вот такие яркие аксессуары, они помогут разбавить вот этот лаконичный однотонный образ. Ну а на этом на сегодня все. Я надеюсь, что моя подборка вам понравилась, вы вдохновились. Возможно, вы выбрали какую-то модель для себя, которую хотели бы связать. Ну а я с вами на этом не прощаюсь. Также напоминаю, что на моем канале много и других обзоров, вдохновляющих подборок на самые разные темы. Ссылку на плейлист я оставлю в инфобоксе к этому видео. Проходите, смотрите. Ну а мы с вами увидимся в следующих обзорах.